Комфортная и доступная среда для всех. Лишь предвыборное обещание? Нет. В природе существуют непревзойденные застройщики и ландшафтные дизайнеры, создающие благоустроенные микрорайоны с общепитом и парками. Приветствую вас в дикой природе, где бобры – настоящие инженеры. Сегодня мы узнаем, как они строят свои дома и создают водохранилища. Готовы погрузиться в этот удивительный мир? Бобры – это настоящие хранители водных просторов. Они обитают вдоль берегов рек, озер и водохранилищ, раскинув свои жилища в лесистых и болотистых местностях. Их уютные домики и гигантские плотины привлекают внимание людей со всего мира. К тому же бобры находятся в Северной Америке, Европе и Азии, что делает их удивительными обитателями различных частей света. Бобры – идеальные застройщики лесов, которые всегда работают в семейных подрядческих командах. Прежде чем приступить к строительству, они тщательно оценивают потенциальный участок, выбирая только верхние или мелкие боковые протоки рек. Животные строят крупномасштабно, поэтому предпочитают земельные участки не менее 1 или 2 километров длиной. Сначала они возводят для себя просторный подводный коттедж. Эти полукруглые бобровые коттеджи, сделанные из ветвей, могут достигать диаметром до 20 метров и высоту до 2. Затем бобры обносят забором территорию будущего микрорайона, метя бобровой струей и секретом анальной железы, чтобы предупредить других бобров, что на стройплощадку вход закрыт. Далее бобры принимаются за строительство дорог, наполненных водой канав шириной 60 и глубиной 35 сантиметров. Эти шоссе используются для транспортировки древесины, которой застройщикам понадобится очень много. Бобры также углубляют и расширяют водоем, создавая плотины из ветвей и корях, чтобы хранить обильные запасы еды под водой и не выходить на лед зимой. Даже обычная бобровая плотина – внушительное сооружение, достигающее в длину 20 метров, а в высоту 3. Но бобры иногда возводят поистине монументальные конструкции длиной более 300 метров, которые являются результатом многолетних доработок исходного проекта. Преграждая водное русло, плотина создает пруд площадью в несколько гектаров. Хотя в воде эти животные настоящие акробаты, на суше они весьма неуклюжи и легко могут стать жертвой любого хищника. Однако благодаря своим строительным навыкам бобры с легкостью обустраивают новое жилье. Бобер – это крупное животное, имеющее шерстистую коричневую шкуру и короткий хвост, который используется для плавания и управления направлением движения в воде. Бобры имеют широкие плоские хвосты, острые зубы и крепкие передние лапы, которые помогают им строить плотины и обрабатывать деревья. Они достигают в длину до 90 сантиметров и весят до 32 килограмм. В дикой природе бобры не слишком расслабляются, ведь у них есть несколько опасных врагов, которые готовы напасть на них и их потомство. Койоты, рыси, медведи, волки – все они могут быть готовы воспользоваться случаем и атаковать бобров. Но это еще не все. Ведь настоящую угрозу для бобров представляют люди. Кто-то из нас может быть заинтересован в мехе, который одевают на себя. А кто-то может просто не думать о последствиях, уничтожая бобровые плотины и обрекая животных на потерю дома и источников питания. Кроме врагов в виде хищных животных и людей, бобры также сталкиваются с проблемами, связанными с болезнями и паразитами. Но даже без этих опасностей бобры могут испытывать трудности, если уровень воды в реке или пруду слишком высокий или низкий. В таких условиях они могут испытывать проблемы в получении пищи и постройке своих домов. Бобры – это настоящие инженеры дикой природы, но не только это. Эти удивительные животные также имеют уникальную диету, состоящую из многих видов растительной пищи. Они находят и употребляют в пищу кору деревьев, водные растения, травы и кустарники, а также молодые ветки и листья. Однако бобры не просто жульничают и поедают все, что попадает на их пути. Они являются весьма тонкими гурманами и умеют выбирать самые питательные и вкусные растения. Например, они часто выбирают кору деревьев, содержащую высокий процент целлюлозы и других полезных веществ. Также интересно то,
что бобры могут создавать свои собственные плотины и искусственные пруды, чтобы облегчить доступ к своей любимой пище. Их плотины создают идеальную среду для роста водных растений, что обеспечивает бобрам питательную диету. Бобровые плотины меняют окружающее пространство уже в первый год существования. Окрестности плотины становятся своеобразным районом новостроек, куда довольно быстро въезжают новые жильцы, и где создается прекрасная инфраструктура. Первыми переселяются обитатели водной стихии. Благодаря плотине, вода, которая прежде текла по узкому руслу, разливается по большой площади и затапливает лес. Формируются богатые органиком, слабопроточные, теплые водоемы, где бурно развивается планктон. Мелкие одноклеточные водоросли, простейшие и крошечные рачки. Они служат пищей для насекомых и их водных личинок, которые быстро осваивают новостройки. Общая биомасса насекомых в таких районах может быть в 5 раз больше, чем на неосвоенных бобрами участках реки. Планктон и насекомые привлекают в бобровые пруды рыб. Из-за обилия мелкой рыбешки в новых микрорайонах поселяется даже такой любитель быстрого течения, как хищная форель. Всевозможные рыбы стремятся сюда не только ради отличного общепита. В новом микрорайоне прекрасно организована система детовспоможения. Мелководные участки прудов идеальны для нереста. Здесь же развивается рыбья икра и развиваются мальки. Привлеченные обилием насекомых в созданные бобрами новостройках селятся и лягушки. На прогреваемых мелководьях развиваются их личинки-головастики. Прилетают в бобровые квартиры и утки. Кряквы отфильтровывают из воды питательный планктон, а утки-гоголи ловят в прудах мелкую рыбу. Оценив преимущества нового микрорайона, пернатые переезжают сюда насовсем. Кряквы строят гнезда где-нибудь под кустами, а гоголи обживают дупла близлежащих деревьев. В дикой природе бобры настоящие романтики. Они образуют пары, которые держатся вместе всю жизнь. Когда им исполняется 2 года, они начинают активно искать партнера для размножения. Но как же они знакомятся? Бобры строят специальные гнезда, которые выглядят как настоящие башни. Эти бобровые гнезда становятся настоящими убежищами для молодоженов, где они могут спокойно заниматься любовью и ждать прибавления в семействе. Когда самка беременеет, она может родить до 6 детенышей, которые появляются на свет после 4 месяцев беременности. Новорожденные бобрята очень маленькие, слепые и беззащитные, но им ничего не страшно, ведь они находятся под заботливым присмотром родителей. Спустя несколько недель детеныши уже могут плавать и начинают интересоваться окружающим миром. Когда молодняк достигает полугодовалого возраста, он становится самостоятельным и готовым к новым приключениям. Маленькие бобры ищут себе свои места для обитания и начинают самостоятельно строить свои дома в воде. Но они всегда помнят уроки, которые им давали родители, и готовы справиться со всеми препятствиями в своей новой жизни. Несмотря на комфорт и продвинутый ландшафтный дизайн, долговечностью бобровые микрорайоны не отличаются. Всего через 10-15 лет со дня основания он начинает приходить в негодность. Сами строители покидают жилье намного раньше, когда в округе не остается деревьев, с которых они сгрызают ветки. Особенно быстро кончается любимая зверями осина с ее мягкой корой. Так что бобры – кочевые строители. Семья живет в одном месте всего 4 года, а потом уходит искать новую стройплощадку. Оставленные жильцами пруды заиливаются и мельчают. В них недостает кислорода, отчего стремительно исчезает планктон. Это приводит к уменьшению числа насекомых, а за ним и рыбы. Пруд становится безжизненным, превращается в маленькое лесное болотце, а затем и вовсе высыхает. Образовавшаяся поляна постепенно вновь зарастает деревьями. Когда лес в бывших благоустроенных кварталах немного восстанавливается, бобры возвращаются и опять начинают строить себе микрорайоны, и цикл повторяется. Дорогие друзья, вот видео и подошло к концу. Надеюсь, что оно помогло вам узнать больше об этих удивительных животных. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые, еще более увлекательные видео, и жмякайте большой палец вверх. Берегите природу и всем пока!